создать кровельный материал, обладающий новыми свойствами. Деньги выделяются первые 600 тысяч только на прототип. И под нее он ищет уже какие-то программы дофинансирования. Предыдущая инкубация, этот срок был намного дольше. Я правильно понимаю, что вы со своих денег платите? Да, да, получается, со своих. Я начал гуглить на разных языках, я ничего не могу найти. Думаю, ну вот же, вот она, наконец-то идея. Вы отобраны на инкубацию, денег никто не дает, хотя уже нужно закладывать спулку. Я заселился в какой-то ближайший хостел, и у меня в первую ночь, грубо говоря, украли эти $700. Перед началом хочу вам напомнить, если вам нужна помощь в старте и развитии вашего бизнеса в Польше, регистрация компании, ИП, оптимизация налогообложения, снизу под видео вы найдете все ссылки, будем рады с вами сотрудничать. Ну, тогда начнем. Меня зовут Женя, это Дарья. Мы соучредительствуем в 2 стартапах, по которым прошли инкубацию, и собственно, сейчас мы в поисках команды и по одному проекту, по второму проекту, и хотели бы как раз это обсудить, рассказать, как можно подаваться на стартапы, какие могут возникать препятствия в этом ходе. Всех приветствую, меня зовут Дарья. По одному из проектов у нас закончена инкубация, подписан протокол ПАРП. Этот проект готовится для дальнейшего дофинансирования на 600 тысяч и впоследствии еще на 3-5 миллионов в будущем. Выбрал Польшу, потому что слышал здесь наиболее большой процент финансирования по всей Европе, поэтому, конечно, шансы получить какой-то грант, соответственно, возрастают. Поэтому я приехал в Польшу и, не зная языка, искал себе, можно сказать, проводника, который знал польский язык и коммуницировал вместе со мной. Второй проект находится сейчас на инкубации. Это кровельный материал, инновационный, с использованием фотовольтаического элемента. И этот проект заканчивается у нас в июне месяце. Должны получить тоже подписание протокола ПАРП. Что такое стартап, да, и чем он отличается от обычной фирмы? То есть стартап — это новая идея, которая преподносит больше инновационность какую-то. Невозможно повторить чей-то опыт и сказать, что это стартап и это инновационность. Нет, так не пройдет. Хотя у нас примерно был такой опыт, когда мы подавались в первый раз и необходимо было придумать идею. Мы думали, что можно сделать, и думали в сфере моей деятельности. Я там занимался лесом, шинами. Приехав в Польшу, у меня было всего лишь там $700, которые оставались. И самое интересное, что я заселился в какой-то ближайший хостел, и у меня в первую ночь, грубо говоря, украли эти $700. Поэтому я пошел работать сначала куда-то в такси, потом еще куда-то, и в процессе этого мы занимались, собственно, и стартапом. По образованию я юрист, я госслужащий со стажем. И, соответственно, приехав сюда, я поняла, что право разнится в корне. Мои знания юриспруденции украинской здесь, к сожалению, не имеют никакого значения. И мы как бы решили, лес, ну, такое не очень инновационное, да, что с него можно вытянуть? Шины, ну да, более экологичное, и может быть со стороны экологичности зайти, потому что все-таки Европа, она вечно борется с этим. И окей, думали, хорошо, будем перерабатывать шины. А что дальше сделать с шинами? Шины уже перерабатывают. Хотя бы из крошки, что делать из крошки? Я начал думать, искать, что из нее можно сделать. Искал то, ничего не приходило в голову. Потом думаю, а если делать кровлю, давай-ка я прогуглю кровлю. Начинаю гуглить, нигде нет этой кровли. И я сижу, не понимаю, думаю, почему? Люди что, не додумались сделать кровлю из шины, ну, из резины? Это же очень хороший материал, который очень устойчив и к ультрафиолету, и к окружающей среде. И я начал гуглить на разных языках, я ничего не могу найти. Думаю, ну вот же, вот она, наконец-то идея, которую можно подать. Мы подаемся, получается, на дофинансирование, нам говорят, что мы выиграли, а потом мне приходит реклама о том, что уже есть такая кровля, но в Канаде. И я сижу и не понимаю, это хорошо или плохо, она же есть, и мы подались, якобы это наша идея. И я начинаю смотреть патенты, и смотрю, эта кровля была придумана 12 лет назад, они ее уже производят. Вот, мы сообщаем об этом в нашем инкубаторе менеджеру, он говорит, ну не беспокойтесь, в Польше и в Европе в целом такой инновации нет, поэтому в принципе это является инновационностью. Так вот, даже тут можно такой маленький лайфхак сделать, можно смотреть
в США патенты на Google патенте, да, и что я сейчас, собственно, и делаю в последнее время, я смотрю, выискиваю какие-то новые патенты, которые, может быть, не дореализовались или, допустим, кто-то придумал, но совершенно не реализовал этот проект. То есть патент, он получен хорошо, и можно брать оттуда новые идеи. И таким образом я изучал, гуглил, смотрел, что есть, чего нет. Мы практически не успевали ничего сделать в этой инкубации, и когда пришла война, проснулась одновременно огромная лояльность к нам, и нам сразу стали помогать, нашли нам предприятия, нашли партнеров, мы подписали, сделали MVP, подписали протоколы. В общем, казалось бы, с такой трагедией, да, и нам пришла неоценимая помощь с их стороны. Солидарность, да, к украинцам, потому что мы одни были, украинская команда в участниках. И они мне пишут: Женя, у вас же нет, ничего не готово, давайте мы вам поможем, давайте мы вам найдем предприятие, которое сделает выточит матрицу, которое сделает вам состав сырья. И я, конечно. Где же вы были да, раньше? то есть это за 2 месяца до конца. И они быстренько нашли предприятия каких-то там знакомых, это было в Варшаве. Мы поехали в Варшаву, выточили эту матрицу, они нам сделали состав, сделали MVP. В общем, мы закончили, получается, они выплавляли первый образец утром последнего дня. То есть они утром его выплавили, мы его отфотографировали и днем уже нам подписали протокол. Это MVP по нашему самому первому проекту, который мы делали по резиновой кровле. Она выполнена путем заливки в пресс-форму. Это состав резины и пластиков. На одной из выставок, и я спрашивал по поводу оборудования, которое может смешать резину и пластик, там у человека, который представлял экструдеры, и он сказал, что такое невозможно сделать. Так вот, собственно говоря, вот это возможно оказалось. Хорошо, что он нам не сказал это до того, как мы это придумали. Вот, смешать оказалось возможно, да, мы это смешали в кустарных, естественно, условиях и получили достаточно неплохой вариант. Даже, казалось бы, собрали его на коленке, сплавили, размешивали, получается, там в миске, которая разогревалась, и, собственно, получилось достаточно неплохо. Стартап состоял в том, чтобы создать кровельный материал, обладающий новыми свойствами и который был бы гораздо дешевле и использовал отработанное сырье. Это была ключевая мысль. Так вот, за счет того, что здесь больше 70% отработавших шин, оно является более-менее интересным со взгляда на экологичность, потому что она, опять же, полностью перерабатываемая. Такой продукт можно разбить и, соответственно, переработать в новый продукт. Есть аналоги такого продукта в США, и у них срок годности более 50 лет. Соответственно, на этом мы еще не проверяли, какой может быть срок годности, но за счет того, что здесь большое количество резины, которая сама по себе уже хорошо отвечает на ультрафиолетовое излучение, то, я думаю, показатели будут близки к этому. А что у нас вон там лежит? Там у нас лежит один из элементов, который мы представляем в нашем новом проекте. И это всего лишь часть элемента, который удалось сделать. Она состоит из материала ПВХ. Здесь 2 поверхности, если можно увидеть. Мы их склеили, предварительно положив вовнутрь нагревательную нить, которая подключается, опять же, к электричеству, которая способна разогревать поверхность, на которую будут наложены фотоэлектрические элементы зимой, когда, допустим, лежит снег на поверхности элементов, и солнечные элементы не могут воспроизводить электричество. То есть эта поверхность будет решать эту проблему. На данном этапе у нас очень много проектов, и тех, которые будут подаваться, и такой самый актуальный вопрос на сегодня: мы ищем химика в наш проект, который сейчас находится на инкубации. Условия сотрудничества разные, зависит от того, как это будет удобно человеку, да, и сколько времени он может посвящать этому проекту. Естественно, это может быть как партнерство договорное, так и соучредительство, потому что мы открыты к любому варианту и с радостью приняли бы специалистов в команду, потому что на дальнейшее дофинансирование создается такая модель финансовая, в которой мы просто закладываем бюджет для того, чтобы трудоустроить, либо на каких-то партнерских отношениях просто выплачивать этому человеку какие-то денежки. Поэтому, если есть люди с горячими головами, которые хотели бы участвовать в команде,
команде стартапа и имеют специализацию химика, то милости просим. Итак, практическая часть вопроса. Давай представим, что человек, который смотрит это видео, замотивировался, хочет с чего-то начать. И вопрос номер один, с чего ему начать? Что это? Идея, либо ему надо все-таки делать ресерч и под конкретный проект идею подбирать? Я думаю, сначала идет идея. Просто нужно иметь в голове идею. Может быть, эта идея вообще старая, может быть, это детская идея, неважно. Если сейчас она выглядит инновационной и такого в мире еще нет, то это стоит попробовать. Попытка вообще ничего не стоит. Вы просто заполняете внесок, описываете свою идею, описываете варианты реализации и, собственно, ждете результатов. Если вы пройдете, то это отличная возможность начать свое дело в Польше. Отлично. Вы досмотрели видео до этого момента, значит, вам реально интересна тема бизнеса в Польше. Если так, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. А если вам нужна профессиональная регистрация компании, ИП, ведение польской бухгалтерии или консультация по запуску бизнеса в Польше, внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Сначала идет идея, которая подает какой-то инновационный посыл. То есть не просто можно копировать у кого-то, можно копировать у кого-то, но главное доработать ее так, чтобы она была инновационной. Допустим, у нас был один, не у нас был один, а мы когда подавались, прошел тоже проект стойки с электроприводом. Казалось бы, да, у нас сложный проект, химические там формулы, соединения, аппаратура сложная. А человек просто написал, он придумал стойку с электроприводом. Ну, она управляется с телефона, да, и она, в принципе, прошла. То есть он подавал заявку на 1 миллион, не знаю, уже прошла или нет, но вот основной отбор он тоже прошел вместе с нами. То есть, и подразумевая, сначала у человека должна быть идея все-таки какая-то, и под нее он ищет уже какие-то программы дофинансирования. Ну, программа, я думаю, тут будет одна, программа финансирования именно стартапов, потому что эта программа финансирует именно идеи, не рабочий бизнес, а именно идеи. И если... Как она называется? Там несколько, там их около 7 или 6, потому что наша, в которой мы участвуем, она заканчивается в этом году, и, скорее всего, на следующий год она будет, в принципе, такая же, но, наверное, под другим названием. Поэтому деньги выделяются, они просто меняются названия, заканчиваются, допустим, какие-то программы, начинаются следующие. Поэтому они сейчас есть, они предусмотрены, уже идут наборы, можно подаваться. Эта программа вообще стартапа в Восточной Польше, в частности, это вообще отличная идея человеку, не специализирующему в какой-то отрасли, открыть бизнес, ничего не понимая, грубо говоря, в этом. Потому что ему нужно лишь только создать идею. И когда эту идею примут, тогда уже человек должен искать, как решить эту проблему, найти сотрудников, найти инструменты и обладать организаторскими способностями. То есть хотя бы немножко должны быть организаторские способности. И тогда можно, в принципе, создавать и команду, и уже реализовывать этот проект, который будет интересен остальным. И опять же, идея должна быть такая, чтобы не лежала на поверхности, как говорится, чтобы было интересно, она была интересна людям и решала какую-то проблему. Тогда да, тогда у нее большие шансы пройти в финал. Значит, у меня есть идея, есть желание получить дофинансирование. Давай для людей степ-бай-степ, что им нужно сделать. Вот все шаги до момента, когда у меня уже открыта там спулка и все, зашли деньги на счет. Условиями стартапа предусмотрено заложение спулки. То есть ты не переходишь на дальнейший этап вообще в этой инкубации, пока ты не создашь эту спулку, пока ты не создашь предприятие, в котором будут все участники команды, как соучредители. То есть долевое там не фиксируется как-то, не то, что не фиксируется, а даже не контролируется, то есть долевое участие в этой спулке. Чтобы все были прописаны, команда в спулке, такое есть. Ну и хочу добавить, что все должны быть физлицами. То есть для начала стартап подаются физлица. И только потом, когда уже объявляют о результатах конкурса, они говорят открывать предприятие. Собственно, потом
потом уже люди открывают спулку, и там должны быть тоже физлица. Нельзя организовать, допустим, между собой и сделать какой-то консорциум с какими-то другими предприятиями. То есть это должны быть все физлица, которые подаются по стартапу. Потому что по консорциумам это уже другое дофинансирование, и там уже не для стартапов, там уже для существующих спулок, которые требуют или хотят внести какие-то изменения в своем бизнесе и получить эту помощь. По каждому стартапу у нас открывается спулка ЗОДа. Вообще идея открывать новую и складать этот новый внесок, идея возникла после того, как мы были на встрече с Евгением и пообщались с человеком, который имеет 80 предприятий, в которых он является по 3% соучредителем по имеет, каким-то да. мелким процентам, но тем не менее он просто для того, чтобы максимизировать результаты, да, он со всеми в командах по какому-то минимальному проценту, но у него их 80. И когда человек подается, это просто физлица. То есть они формируют определенный состав, они прописываются в заявке. Опять же, заявки можно искать на сайте Парпа, там все есть. Ссылку мы оставим внизу под видео. Да, там есть даже раздел на старт, нажимаете на него, и там прям все программы, которые именно для стартапов. Каждая платформа, она предусмотрена тем, что под определенный вид идеи определенные спектры захватывающие, определенная платформа. То есть там инновация в сфере медицины, это может быть одна платформа, инновация в сфере там коммуникации, экологии или там следующих каких-то аспектов, сегментов, да, это уже другая платформа. И ты выбираешь просто ту платформу, которая подходит под твою идею. Заходите туда, смотрите, какие необходимы документы, как надо внесок правильно сделать и так далее. А когда уже вы отобраны на инкубацию, денег никто не дает, хотя уже нужно закладывать спулку. А вот и нюанс получается. Да, то есть сначала деньги никто не дает. Давайте обсудим. И разные программы, они немножко отличаются, потому что если в том году нам давали, по-моему, 15 тысяч злотых на MVP, и непосредственно, чтобы сделать это. Ребята, MVP — это минимальный жизнеспособный продукт, то есть некий продукт, Прототип. который... Да, прототип, вот, хорошее слово, прототип. Вот, и чтобы, допустим, сделать прототип, тогда выделялось 15 тысяч злотых. И мы на эти деньги могли только заказать там какие-то работы. На счет нам ничего не клали. То есть мы заказываем работы, предоставляем счета, фактуры инкубации, они уже оплачивают. На счет нам ничего не поступает. Ага. В этом году мы работаем уже с другой платформой, и там немножко по-другому. Там на сам прототип дают что-то около 2000 злотых, вообще ерунду. Но основное внимание уделяют как раз подаче заявки на дальнейшее финансирование. То есть они учат, как правильно расписать внесок, что нужно туда внести, какими знаниями нужно обладать, чтобы выиграть, ну, тогда уже 1 миллион, сейчас 600 тысяч, и пройти дальше. То есть они именно обучают, как правильно получать дофинансирование. По финансированию скажу следующее, что в данной программе выделяется 50 тысяч на первый инкубационный период, затем выделяется 600 тысяч на следующий период, который длится год, и после года, когда ты уже выходишь с более-менее рабочим прототипом, ты имеешь право подаваться на производство уже такое серийное, это от 3 до 5 миллионов. У меня есть идея, например, неважно какая. Короче, какая-то идея, новые инновационные двери хочу построить. Я нахожу подходящую под это программу до финансирования. Шаг номер 1 – идея, шаг номер 2 – найти программу, шаг номер 3 – написать внесок, то есть написать некое заявление о том, что у меня есть проект, пожалуйста, его рассмотрите, правильно? Подаем внесок. Внесок расписан, в принципе, на сайте. То есть там подается через специальную программу, нужно на ней зарегистрироваться, и там уже все расписано по пунктам. То есть там уже есть поля, где описано, тут нужно описать идею, тут нужно описать, какую проблему она решает, тут нужно описать коммерциализацию, допустим, эта идея, как вы собираетесь продавать ее и как она может зарабатывать. То есть все расписано по пунктам. То есть подаем внесок. Да,
Соответственно, идея, находим программу, подаем первичное заявление. Дальше ждем, когда ваше первичное заявление примут. Потому что если вы написали уже на первичном этапе какую-то хрень, Да, которая её никому не отклонят. нужна, ее сразу отклоняем. Как войти в инкубацию. двадцатку В из двадцатку 17 тысяч заявок, да? Да. На самом деле, просто имея классную идею и зная, что аналогов либо очень мало, либо совершенно нет, да, нужно составить такую презентацию, так преподнести этот продукт, чтобы у экспертов не было даже вопросов о том, что это не зайдет. То есть сегмент клиентов, сегмент рынка должен быть проработан настолько, чтобы это зацепило уже на первых этапах Менторов вот презентации. этих, да? Я пишу внесок, меня отбирают. Это уже успех, я считаю, да, то есть тебя отсеяли среди там сотни тысяч всяких странных товарищей. Можно сказать, это уже 99% победы, грубо говоря, в инкубации. О, интересно. Потому что если... Победы в инкубации, Ну, даже а не, не в в получении инкубации, денег. не в получении денег. Нет, Я конечно просто же нет. акцентирую то, что люди... Да, это еще не получение денег. То есть, если отобрали, то они потом приглашают рассказать об этом в онлайн при экспертах. И уже эксперты в онлайне, они уже будут задавать вопросы. А Еще как? раз отбирают. Да, то есть они первый раз собираются, то есть идея прошла, то есть ее одобрили, потом назначают онлайн-встречу, где предстоит рассказать об этой идее экспертам. И уже эксперты оценивают вашу идею, задают кучу вопросов. И вот тут важно глубокое понимание этой идеи, как вы ее будете воплощать в жизнь. Ну и навыки, собственно, на каком языке вы общались? На польском. Вот у меня, а кто конечно, общался, вот ты или- мой партнер Дарья общалась на польском, потому что у меня проблемы до сих пор с польским языком, и всю коммуникацию как раз ведет она. Да, Дарья, расскажи, пожалуйста, про то, как проходило собеседование, вот это вот, которое в онлайне, за которую часть ты Первый отвечал. этап. Да. Самый первый этап Что спрашивали там и так далее. предусматривал собой, мы получили письмо о том, что мы допущены к следующему этапу, и мы должны были подготовить презентацию. Как проходил первый этап отборочный? Да. То есть это было презентационное выступление в онлайне с панелью экспертов. Ага. То есть это, я не помню, по-моему, 6 человек было, которые обсуждали с нами жизнеспособность нашего проекта, жизнеспособность нашего продукта. То есть пятиминутная презентация, на которой был репрезентован наш продукт, и потом сессия QA, это вопрос-ответ, и ну, вот в таком этапе, вот в таком формате проходил этот первый этап. Пару примеров, которые ты помнишь, конкретных вопросов. Вот, например, там, типа, почему вы хотите там 500 тысяч, а не Сложный вопрос. желательно, да. Вот что спрашивают? Сложность вопросов таких, ну, в принципе, мы уже были готовы к тем вопросам, которые нам задавали, но такие каверзные вопросы тоже существовали. Почему именно ваш продукт, почему, чем именно он инновационный, в чем инновация, какую пользу он может принести. Ага, то есть прям спрашивают, в чем инновация. То есть, ребята, если что, надо быть готовым к этому вопросу. Конечно, то есть какие аналоги могут быть на рынке европейском, есть ли аналоги у вашего продукта вообще в мире. То есть такие вопросы обязательно должны быть проработаны. Ты не можешь придумать и думаешь, вот такого точно нет, и я подамся и получу. Нет, ты должен проработать настолько эту тему хорошо, чтобы смог ответить даже о конкурентах на рынке. После того, как мы провели онлайн-встречу, многие на этом этапе отсекаются, потому что не готовы ответить на многие вопросы, которые задают эксперты. И когда приходит письмо о том, что все нормально, вы прошли, то нам назначают менеджера инкубации, и мы уже коммуницируем с ним. То есть у нас сейчас женщина, и мы коммуницируем с ней, она рассказывает, что нам дальше делать, присылает нам программу, по которой мы должны работать, и назначает следующую, допустим, дату встречи, где мы все встречаемся и обсуждаем общие вопросы. Каждый опять в режиме такого знакомства рассказывают про свой стартап, про свои идеи, и, соответственно, все видят, мы знакомимся с всеми группами, и могут даже группы помогать друг другу.
Мгм. В этом году 2 раза мы встречались. И следующая встреча уже будет уже итоговая. Это будет демо-дэй, где все команды будут представлять и защищать свой проект. То есть недостаточно просто предложить. Нужно показать финансовую модель, что этот продукт возможно сделать именно этой командой. То есть если будет команда, вы получили дофинансирование, но у вас там один человек, и то с какими-то другими навыками, то, скорее всего, он дальше не пройдет. Возможно, лучше не вдвоем подаваться, а возможно сразу создавать команду большую, обширную, чтобы уже на инкубации видели, что в команде есть специалисты требуемых отраслей. Тут же нужно показать, что именно эта команда может создать этот продукт и дальше его развивать. То есть сама сила в команде, а не даже в инновационной идее. Обязательно ли это должен быть коммерческий продукт? Конечно, желательно, потому что это может быть, условно говоря, там супер инновационная будка для бездомных, да, которая там генерирует свет и так далее. Но продать, кому ее продать? Опять же, неимущим, ну, нет смысла. И на одной из встреч один из менеджеров нам рассказал, что 9 стартапов из пройденных, уже которые получили дотацию первую, терпят неудачи, что только один стартап из 10 получает дофинансирование, которое позже окупает все эти 10 стартапов. Сколько длится инкубация? Сейчас 4 месяца, а до этого 9 месяцев. До этого длилось, да, у нас, по крайней мере, длилось 9 или 10 месяцев. Сейчас все происходит гораздо быстрее. Это 4 месяца инкубации, защита и подачи через месяц буквально уже на второй этап дофинансирования. Получается, простыми словами, инкубация – это процесс, где вас какой-то менеджер по стороне как бы организации, которая инвестирует в вас, он вас докручивает, помогает вам доработать продукт, риски там всякие перекрыть и так далее. Там даже не один менеджер, там группа экспертов. Ага, то есть целая команда. Да, и они в разных направлениях. Кто-то в менеджменте, кто-то в экономике, кто-то Слушай, ну в классно, праве это и так вообще далее. такая экспертиза. Да, и мы с ними постоянно на связи. То есть мы постоянно организовываем с ними онлайн-встречи по каким-то разным вопросам, мы решаем с ними разные задачи, которые нам задают. То есть сама инкубация подразумевает обучение команды вести, грубо говоря, бизнес. И не только даже бизнес, а прорабатывать тонкие моменты вашей идеи, чтобы она была коммерциализирована и успешна. Это колоссальная работа экспертов. Это проработка менеджмента, проработка рынка, проработка Зарплаты помогают финансов. считать? Все помогают считать. То есть прям реально помогают, да? Классно. Также открывая спулку, скажу такой момент, что нам предлагают услуги виртуального бюро и услуги кишеньковой бухгалтерии. А могли То бы есть- предлагать наши услуги? А здесь пошла реклама, да? Вот. И получается, мы... А как процесс спулки открытия? Вы сами ее должны открыть или типа они там как-то под своей Нет, эгидой? сами. То есть они вам говорят, вам надо открыть спулку, вы То такие, есть это окей. следующий этап, так, заложение спулки. А и доли и роли вы сами решаете? сами распределяем между командами. Да. Когда вы получаете дофинансирование на вот это создание прототипа, у вас сама организация, сам ПАРП, он долю берет в проекте или нет? Нет. То есть это реальное дофинансирование. То есть, Да, это реальное дофинансирование. друзья, это хорошая новость. Ставьте лайки и подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Дальше. Прошла инкубация, 4 месяца, 9 месяцев. Я не исключаю, что пока мы снимаем это видео, да, там через месяц новая программа выйдет, и там будет инкубация 2 месяца, либо год. Поэтому зафиксировали. Что потом? Дальше идет заявка на получение дофинансирования на программу 1.1.2, то есть вот этих в этом году это 600 тысяч. И она будет рассматриваться около года. То есть и в рамках этого дофинансирования нужно сделать просто прототип, рабочий прототип. То есть нужно, чтобы было уже все готово, чтобы буквально там через пару месяцев открыть производство. То есть на последней стадии готовности продукта должно быть все. И еще раз, год длится что? Процесс оприходования денег, которые вам выдают? Да, Или- все правильно. Во-первых, оприходование и разработки этой модели. То есть это не обязательно сделать ее физически, да, как у нас. Может быть, это какая-то аппликация Ну да, это быть, всё да, аппликация, да, да. и просто доработать ее до того состояния, когда можно будет ее пускать уже в рынок, то есть продавать. Окей, теперь вопрос. В какой момент дают деньги? То есть вот вы прошли инкубацию, и вам сказали, вы еще раз выступили, да, перед ними? Да, я так конечно, понимаю, конечно, это будет защитили. защита. Это как бы защита диплома, да. как в универе, да? Защитились, они такие, красавчики, продано.
все, куда платить? Как это происходит? Тут небольшие изменения произошли. Если в том году они клали деньги на счет, то в этом году, насколько нам говорят в инкубации, что, скорее всего, деньги не будут класть на счет, а будут компенсировать наши затраты. То есть мы в своем плане, который мы указываем на эти деньги, указываем различные затраты. И когда мы, допустим, какие-то затраты осуществляем, мы отдаем им счета, фактуры, соответственно, они проверяют их и уже компенсируют нам эти вытраты. То есть я правильно понимаю, что вы со своих денег платите? Да, да, получается, со своих. А если у меня нет денег? Значит, стартап не пройдет. Да, то есть на этом этапе желательно, конечно, уже работать с каким-то инвестором или каким-то посредником, чтобы немножко деньгами это все перекрывалось. А с инвестором понятно, а что с посредником? Что это за формулировка? Это может быть какие-нибудь венчурные фонды, допустим, которые тоже заинтересованы в стартапах. То есть вообще, когда вот... Но вы его в долю закидываете? Конечно. И условия, кстати, разные. Это не как, знаете, мы там привыкли, там 50 на 50, и деньги, я работаю, и поехали. Нет. Тут, допустим, некоторые инвесторы могут давать деньги, допустим, по 2-3% всего лишь. Ну да, и они не что вступают в учредители. Есть, допустим... просто в собственники, да, вступают? Ну, по-разному, по-разному. Допустим, мы встречались с венчурным фондом, который предлагал от 20 до 50% акций компании, но они вступают на 5 лет, а потом выходят. И они не дают просто деньги, они помогают дальше создавать продукт, они дают своих профессионалов, дают локации, то есть они помогают. Это не просто дал деньги и работайте. Интересно, это тоже интересная вообще тема. Ребят, если вам интересно вот больше разобрать процесс финансовый, да, то напишите под видео слово «финансы». И мы, если что, снимем отдельное видео, как вот это вот процессуально это все выглядит, да, что куда, кто кому платит, возвращает, чтобы мы сейчас не сильно, глубоко не ныряли туда. И после того, как ты прошел прошел этап инкубации вот этой годовой, тебе уже ты еще раз защищаешь проект, и тебе уже дают деньги с прототипа на реальную имплементацию продукта в реальный коммерческий рынок, в реальных условиях, где ты уже там реально строишь производство, либо пилишь свою аппликацию, уже как бы не MVP, а по-взрослому и монетизируешься там. Все верно. То есть в нашем случае это, допустим, закупка различного оборудования, которое поможет нам в этом варианте склеить поверхность и вложить в нее там теплопроводящий провод, да, и, соответственно, наложить солнечные панели. Хорошо, давай по срокам обсудим вот те все этапы, да, которые мы обсуждали до этого. Набросай сроки. С момента подачи нашего внеска до того момента, как мы узнали, что мы допущены к следующему этапу, прошло 2 недели. Потом дальше онлайн-созвончик. И сколько вы ждете от созвона до приглашения уже на инкубацию? Или отказа? Получается, мы получаем письмо о том, что наша заявка рассмотрена и принята. Нам назначают сессию, вот эту презентационную EQA, вопрос-ответ. После этого мы подождали тоже где-то 2 недели, по-моему, или даже неделя, и нам пришло письмо о том, что... достаточно быстро. Да, очень быстро. В этот раз очень быстро все прошло. И нам пришло письмо о том, что ваш проект является интересным и одобрен для прохождения инкубации. Итого, подрезюмируем. У вас есть идея, вы хотите получить дофинансирование. Первое, нужно иметь какую-то идею, и идея, как уже сегодня было много рассказано, должна решать какую-то проблему и желательно быть какой-то инновационной. Раз. Второе, вы находите программу, подходящую под вашу идею. Ближайший сайт это PARP, ссылка на него будет под видео. Третье, сделайте туда аппликацию по специально обученной форме, у вас будет степ-бай-степ вести сайт. Четвертое, проходите аппликацию там, первый внесок, да, вот этот, вас приглашают на онлайн-собеседование. На онлайн-собеседовании еще раз общаетесь, вам задают вопросы, защищаете свою идею. Если все хорошо, вас подтверждают и идете на инкубацию. На этой инкубации в течение в среднем 6 месяцев вы проходите обучение, разные группы экспертов вас докручивают, дорабатывают вашу защиту, да, защиту вашего диплома. Дальше вы защищаете ваш диплом, защищаете после 6 месяцев инкубацию, и вам говорят: окей, мы вам дадим дофинансирование на сумму, допустим, вы подавались на 600 тысяч, а вам говорят на сумму
500 тысяч, да, такое бывает? Да, потому что до 600 тысяч. То есть у кого-то может До. быть, опять же, какая-нибудь вешалка электронная, да, и она То не ему- потребует то ему 600 скажут, типа, тысяч. на 100 тысяч. Конечно, да, лучше, да. От 50 Ты ее можешь тысяч. слепить в гараже, поэтому, ну, как Конечно. бы на что давать. Вам дают, финально выдают сумму денег, и вы начинаете в среднем в течение года делать реально уже жизнеспособный продукт, пытаетесь уже слепить такую версию будущего продукта, который будете там на производстве, допустим, масштабировать. То есть целый год следующий вы осваиваете эти 600 тысяч в виде целевых расходов, сотрудников, станков, заводов, там еще чего-то, чтобы создать готовый MVP. И маленькая ремарка, что не все получают это дофинансирование. По статистике около 50-60% команд, которые находятся на инкубации, получают дофинансирование. Да, теперь подрезюмируем по цифрам, чтобы вы понимали, ну, как бы, что стоит работать со специалистами, да, либо с теми, кто уже прошел этот путь практически как там предприниматели, как наши сегодняшние герои. Поправляй меня, да, если я неправильно. 17 тысяч заявок, Около 17 около тысяч, да. 17 тысяч подается, да, на ту или иную программу. Дальше, покажи конверсию, какая вот? Остается около 20-17. Опять же, на этой программе, по-моему, было 20 или 17, на другой Остается куда? остается для инкубации. То есть 20 отобранных смотрите, команд и идей. Сейчас, внимание, 17 тысяч заявок, и из них 20, тут будет сейчас цифра 20 остается на вот эту 6-месячную инкубацию. Это еще не дофинансирование. Да, да, это только инкубация. Это как бы типа даже преинкубация какая-то. То есть это инкубация. Из этих 20 компаний, которые прошли инкубацию в течение 6 месяцев, остается Половина. остается 50%, половина, соответственно 10. Другими словами, из 17 тысяч заявок остается 10 компаний, которые реально получат дофинансирование в размере условных там 600 тысяч злотых. Окей, какие есть риски? Если подрезюмировать, вот мы много чего рассказали, что есть возможности, разобрали сегодня алгоритмы действий, с чего вы начинали, там продукт показали, да? Какие есть риски, если они? Смотри, я, например, первый риск вижу, это потеря времени. Есть риски на каждом этапе. Есть риски... Набросаю вот просто Есть риски. риски даже потери просто времени, это раз, а потери денег, это два, потому что ты все равно вкладываешь свое время, а время стоит денег. Ну да, да. То есть ты, потратив на создание этого же прототипа, можешь потратиться, да, чтобы хотя бы хоть как-то выйти на какой-то там результат, да, ты можешь сам свои там вкладывать свое время и Бензин, ресурсы. поехать на машине в Варшаву, ездить в знаешь, Варшаву, типа... ездить в Люблин, ездить на Покушать, выставки ну, в типа- Кельце, потому что тебе это там нужно, да, потому Конечно, что тебе конечно. нужен сбор информации. Конечно, есть риск. Окей, соответственно, время, деньги. Что еще? Если я получил деньги на создание MVP, условно 600 тысяч, но я зафакапил, я там не так их чуть-чуть потратил, я в итоге не смог создать MVP, то что в таком случае? Опять же таки, по поводу целевого назначения и использования средств, тут проще, потому что ты в своем плане ты уже прописываешь, все, и ты соответственно. должен идти и соответствовать этому плану. И если твой рапорт, и если твой план был подписан, а ты как-то не пошел по нему, то это, конечно, То твой это факап. проблема, Если же окей. если все эксперты в один голос сказали, что если ты будешь действовать такому-то плану, четко намеченным целям, если ты в первый месяц инкубации, вернее, первый месяц после получения дофинансирования сделаешь именно такие шаги, а не другие, и потратишь эти средства для того, чтобы, ну, как бы с целью дальнейшего там разработки и так далее, то у тебя будет все хорошо, да, то есть то есть они то есть, занимают получается, позицию... они же подписывают тебе этот рапорт, глядя на тот план действий, который ты уже создал в момент инкубации. Окей. Ты же его не сам создал с головы, да, а ты это проработал с экспертами. То есть если он в итоге должен быть продукт- успешным. Если в итоге продукт вот как бы планировался один, а вот он не получается. Есть. Не, рынок не покупает, он же еще не, Еще и не не продается. покупает, он еще не Он продает, еще да. не продается, он еще на Ну, условно, этапе смотри, бадания. мы производим какую-то
новый вид плитки волшебный. Мы все там делаем и так далее, но в конце сделали какую-то суперконсультацию с химиком, а он говорит, ну, типа, блин, ребята, это не получится. Всё равно». Краш-тест не прошел. Типа того, да. Или состав не подходит. Вот Может, не подходит. Элементы нельзя купить. Элемент продается в России, а с Россией никто не работает. То есть вот такие моменты, знаешь. такие, конечно, тоже могут быть. А мы даже подписали документ, в котором мы обязуемся не сотрудничать с террористическими организациями и Россией. Да. Что равняется, да. Да. То есть это обязательное условие. Вы не возвращаете обратно 600 тысяч? Ну, это же все зависит от того, как ты будешь действовать в дальнейшем, получается. Если у тебя долговые обязательства, то да, есть какие-то риски. А если, получается, ты просто на каком-то этапе просто застопорил этот продукт и не пошел дальше, то ты не получил дальнейшего дофинансирования. Ну что, спасибо вам за прекрасный контент. Я для себя очень много узнал, и я думаю, наши зрители тоже. Во-первых, то, что в Польше можно получать дофинансирование. Во-вторых, то, что в Польше можно получить это все для украинцев, что очень важно сейчас там во время войны, и не только. Надеюсь, все уверовали в это и замотивировались. И, друзья мои, если вам интересно, если у вас есть классная идея, вам интересно в целом в этом поучаствовать, то, пожалуйста, есть люди, которые готовы пригласить вас либо как идейного человека, либо как там, стать частью команды. Внизу под видео вы найдете все ссылки, контакты, которые мы оставим. Да, ребята, основной тезис это то, что вот мы тут стояли, обсуждали. Мы там, неважно, сделаем это с вами или без вас, но если мы будем все в одной команде, в одной лодке, то эффективность будет намного круче. Самому реально это очень сложно потянуть. Тут я слушал интервью, сижу и понимаю, ого, так тут надо и ресерч сделать, тут надо и навыки самопрезентации иметь. Здесь очень много. И все. Теперь я вас больше понял на самом деле. И мне кажется, в команде идти, бежать, плыть гораздо проще. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о классных видео про бизнес в Польше. А если вам нужна профессиональная регистрация компании ИП, ведение польской бухгалтерии, либо консультация по запуску бизнеса в Польше и получению ВНЖ, внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. До встречи!